Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, что такое таймлайн и как его использовать в Unreal Engine 5.6. Сейчас вы видите результат работы таймлайна, но это один из возможных примеров, один из самых простых. Таймлайн позволяет использовать записанную анимацию, а точнее изменение определенных параметров в течение какого-то определенного промежутка времени. Давайте создадим новый blueprint и начнем разбирать на примерах. Давайте сразу перейдем в Event Graph. Для того, чтобы создать таймлайн, достаточно нажать правой кнопкой мыши и вписать в поиск таймлайн, выбрать функцию Add Timeline. У вас появляется вот такая нода, которую вы можете задать определенное название. Давайте назовем ее Timeline Test. Сразу же появляется новый компонент в списке компонентов, на который можно получить ссылку и производить определенные действия. Если вы наведете мышкой на эту ноду, у вас появится подсказка, что нода Timeline позволяет изменять определенные значения с помощью ключей. Нажмите два раза для того, чтобы открыть редактор таймлайна, либо зажмите Ctrl-Alt для дополнительной информации. Если мы зажмем Ctrl-Alt, тут появляется подсказка по входным и выходным пинам. Давайте разберем, что находится внутри. Если нажмем два раза, у нас открывается редактор таймлайна, в котором вы можете задать общую длину, создавать треки, а также включать дополнительные опции. Давайте поставим общую длину 1 секунду и создадим трек. При нажатии на эту кнопку появится меню выбора типа трека. Это float трек, vector, event и color. Float — это значение с плавающей запятой. Давайте будем для примера использовать его. Каждому треку можно давать свое название. Например, трек float. Появляется такой граф, похожий на граф, в котором вы работаете при работе секвенсоре, либо похожий на граф анимации и подобные такие же графы. Для того, чтобы создать новые ключи, достаточно зажать клавишу Shift и щелкнуть левой кнопкой мыши по пустому месту в графе. Ключи можно выделять, щелкнув по ним, либо выделив мышкой. Их можно перемещать, копировать, вставлять и удалять. При нажатии на один из ключей вы можете задавать ему время и значение. Время в этом графе расположено по оси X по горизонтали, а значение по оси Y по вертикали. Давайте зададим определенные значения. Давайте удалим лишние ключи. И давайте зададим 0,0 и 1,1. Для того, чтобы все ключи попали в кадр, можно нажать эти две кнопки, и у вас граф автоматически масштабируется для того, чтобы все ключи поместились в окно. Ну и теперь как вызвать? Можно подключить этот таймлайн, например, на Begin Play и вызвать у него Play. А как работает таймлайн? Сам по себе он работать не будет, если не подключить ничего в Pin Update. То есть в Pin Update подключается та логика, которую вы хотите, чтобы выполнялась каждый кадр этого таймлайна. Это то же самое все написано здесь в этой подсказке. Допустим, давайте для теста будем выводить print string и будем выводить значение этого трека. Обратите внимание, что при создании нового трека, трек float, у нас появился здесь выходной пин с этим значением. Теперь давайте перетащим наш blueprint на сцену. И давайте его запустим. Мы теперь видим, что у нас отработали print string все от 0 до единицы. Вы можете также создать дополнительно любые треки. Назовем его, давайте, float track 2. И здесь уже задать любые другие значения. И теперь у этой ноды появился еще один выход, float track 2. И теперь при запуске уже будет немножко другая логика. Сюда можно подключить абсолютно любую логику, которую вы хотите, чтобы выполнялась в каждый кадр. Это, как правило, это изменение положения каких-то предметов,
объектов, положение, вращение, scale. Но не только, вы можете менять определенные типы, данные, переменные и так далее. Давайте для примера создадим static mesh. И пускай это будет куб. И теперь к выходу update мы подключим, допустим, set relative rotation. То есть каждый кадр этой анимации у нас будет изменяться угол этого меша. Для того, чтобы не вписывать в саму анимацию абсолютные значения, которые вам нужны, чтобы они менялись во время выполнения этой анимации, можно использовать ноду lerp. Нода lerp позволяет плавно менять значения, интерполировать от A до B на основании входного параметра альфа. И, как правило, track float служит именно этим значением альфа. Допустим, давайте у нас угол вращения будет меняться от 0 до 90. Давайте скомпилируем и запустим. Теперь мы видим, что наш куб повернулся и остановился. То есть он плавно за 1 секунду поменял свой угол от 0 до 90. Если мы подключим float track 2, второй, то он у нас поменяет свой угол уже не до 90, а примерно до 30 градусов. Теперь давайте разберем определенные опции, которые можно использовать в этом таймлайне. Самые популярные это Autoplay, Loop и Ignore Time Duration. Autoplay позволяет запускать таймлайн автоматически, не подключая к нему никаких пинов. Давайте вернем первый float track, чтобы было нагляднее. То есть при начале игры анимация воспроизводится автоматически. Если включить здесь опцию Loop, то анимация будет зациклена и будет воспроизводиться непрерывно. Функция Ignore Time Dilation. Если вы используете изменение скорости времени, по умолчанию таймлайн зависит от этой опции и будет менять свою скорость воспроизведения. Давайте на Begin Play повесим изменение глобального времени, Set Global Time Dilation. И давайте поставим ему скорость 0.1. Теперь таймлайн будет воспроизводиться в 10 раз медленнее. Но если вы включите опцию игнорировать Time Dilation, то анимация будет воспроизводиться, игнорируя эту опцию, точнее Global Time Dilation. То же самое касается и Custom Time Dilation. Теперь давайте разберем входные пины. Play — это, соответственно, воспроизвести анимацию. Reverse — это воспроизвести анимацию в обратном порядке. И также есть ноды входные пины Play from Start — это воспроизвести сначала. И Reverse from End — это воспроизвести в обратном порядке с конца. Для чего они нужны? Дело в том, что таймлайн запоминает свой текущий кадр. И если у вас он не зациклен, то при повторном вызове анимации он у вас не воспроизведется, так как он остановится на последнем кадре, и, соответственно, анимация воспроизводиться не будет. Но если вы вызовете ноду Play from Start, она начнет воспроизводиться каждый раз с самого начала. И, соответственно, Reverse from End — это каждый раз она будет воспроизводиться с самого конца. Также можно остановить анимацию, подав логику в pin Stop. И также можно задать Set New Time. Это если вы хотите принудительно задать текущий кадр у этого таймлайна. И сюда вписываете новое время. Для того, чтобы управлять таймлайном, не обязательно напрямую подключать к нему пины, а можно управлять через ссылку на нее, которую вы можете достать из списка Components. Вытянув из нее ноду, провод вы можете вписать в поиск Timeline и найти все ноды, которые можно использовать. Те же самые Play, Play from Start, Reverse, Reverse from End и так далее. Также можно задать ей цикличность, Set Looping True либо False.
Также можно получить текущий лупинг, реверсинг, playing, то есть воспроизводится или нет. То есть вы можете использовать все эти функции по своему усмотрению. И также можно отдельно получать текущий play rate и задавать новый get с помощью get play rate. Точнее наоборот, получать через get play rate и задавать через set. У каждого таймлайна есть свой play rate, то есть можно управлять скоростью воспроизведения анимации. Например, можно, не используя Global Time Dilation, задать ей свой play rate. Например, давайте также сделаем 0.1. Давайте вернем цикличность. Теперь анимация будет воспроизводиться в замедленном режиме. И в любой момент времени можно поменять это значение на любое подходящее. Поставим 10. Важное ограничение. Эту ноду, непосредственно ноду Timeline, нельзя использовать в функциях, в анимационных буфпринтах и во всех графах, которые используют потокобезопасные функции. То есть, если мы создадим функцию и попытаемся здесь вызвать ноду addTimeline, вы ее не увидите в списке. И также вы не сможете скопировать эту ноду внутрь функции. При попытке вставить у вас появится предупреждение. Но обойти это ограничение можно простым способом. Вы можете создавать кастомный ивент. И уже к нему подключать ваш таймлайн. Давайте мы выключим ему автовоспроизведение. И будем вызывать этот кастомный ивент из функции. И на BeginPlay будем вызывать эту функцию. Мы видим, логика работает. Точно так же внутри функции можно вытаскивать переменные, ссылки на ваш таймлайн, и уже оттуда управлять вашим таймлайном. Также есть дополнительные опции. Вы можете менять порядок треков внутри таймлайна. Также можете синхронизировать зум для того, чтобы у вас все треки масштабировались одинаково. То есть, если я сейчас двигаю колесиком на одном графе, у меня автоматически меняется масштаб на всех остальных. Но если я отключу галочку на втором графе, то он будет игнорировать зум всех остальных графов. Ну и также выходные пины. Есть дополнительный finished. Этот пин срабатывает один раз, тогда, когда анимация заканчивается. Если она у вас... Давайте на примере сразу разберем. Выведем printString и напишем finished. Из-за того, что анимация цикличная, этот пин, эта логика у нас не срабатывает. Давайте отключим ей цикличность и запустим. Анимация воспроизвелась, остановилась и вызвалось событие finished. Сюда можно подключать абсолютно любую логику. Также, если вы используете разные направления анимации, то есть воспроизведение вперед и в обратном порядке, вы можете ориентироваться на этот выходной пин Direction. Он возвращает вам текущее направление воспроизведения анимации. Например, если вы хотите, чтобы при воспроизведении анимации в одном порядке у вас воспроизводилась одна логика, вы можете вытащить отсюда switch. И уже на основании того, что у вас здесь, можно
выбирать любую логику. Давайте подпишем forward finished. То есть, если анимация закончилась при воспроизведении вперед, она нам выдаст это сообщение. Если анимация воспроизводилась в обратном порядке, она нам выдаст backward finished. Мы видим forward finished. Но теперь, если мы подключим здесь reverse from end, то уже... нет, не совсем. Так, мы здесь с функции, да, вызываем play from start. Давайте сюда переключим обратно на наш кастомный event. Ну и теперь мы видим, что выдалось сообщение уже, которое мы поставили на finished при обратном воспроизведении. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.